Всем привет! Не просто так я кинула сюда колготки, девочки. Сегодня будем делать из колготок что-нибудь. Вот такая гора колготок у меня есть. Половину я уже отрезала. Сейчас приступим к следующей половинке. Уложим колготки и просто отрезаем их, беспощадно отрезаем их вот так вот. Вот эта штучка нам не нужна. Оставляем только вот это. Берем следующее. Отрезаем также беспощадно. Кромсаем эти колготки. И вот что у нас получается. Теперь мы сшиваем 3 разных колготка. Либо даже не сшиваем, а просто можем связать. А сшивать будем потом. И плетем из этого всего косичку. Просто косичку. И как только колготка у нас какая-нибудь кончается, мы берем ниточку с иголочкой, пришиваем к этому колготку, даже рваному. Вот видите, какой другой колготок. Как можем, пришиваем. Даже кто-то, если не может, все равно пришьет. Я в этом уверена. И также к следующему колготку можем пришить вот такой колготок. Цвета уже подбирайте сами, как вашей душе будет угодно. Может, у вас какие-то симпатичные есть колготки. Видите, я даже не стараюсь быть аккуратной, потому что как пришьете, так и пришьете. К этому пришиваем вот этот. Даем ее. Можете это все сделать красиво на машинке, но у меня вот по-быстрому времени нету это все выделывать. Я делаю вот так вот по-быстрому. Все пришили и поехали дальше плести косичку. Уж, наверное, косички плести умеют все. Стараемся закрыть нашу некрасоту, если она у нас есть. Сильно тугую косичку тоже плести не нужно.
Ну вот сейчас я все доделаю и дальше покажу вам. Я взяла вот такую вот пеленочку, вырезала из нее кружок, даже не стала на машинке ее обстрачивать, думаю, так прихвачу. Из всей нашей косички будем делать круг, либо можете не круг, либо можете квадрат, овал, прямоугольник, что хотите. И ромбик. И ромбик. Можете в круг вот так вот и розочку пришить. И, в общем, вот так вот по кругу мы укладываем нашу косичку. Можете даже не на такой материал, а взять материал, например, джинс. Он будет плотнее. И удобнее. Мне, конечно, тут места мало, я пойду на пол и вам все потом покажу. Вот, девочки, я и закончила делать мой этот. Вот с такой подкладочкой я сделала. Я изначально даже думала, что я брошу его в ванну, потому что он такой мягенький получился. Я сильно не затягивала косички. Брошу его в ванну, и с мокрыми ногами будет очень приятно туда на него вставать. Но когда я потрогала и зашивала его, он показался мне таким мягким, что я решила и, наверное, постелю его на кресло, которое стоит у меня возле компьютера, на котором я монтирую для вас видео. И буду на нем сидеть, потому что очень уж он получился мягким. Косички я не затягивала. А еще, чтобы не пришивать вот такую подложку, чтобы вам было легче, можно просто вот так вот пришивать косички. Вот закрутили одну, раз, пришиваете, следующую крутите, пришиваете. А еще я вам покажу мой старенький. Вот это вот мой старенький коврик, который я уже делала из носков и из колготок тоже. Подложка у него джинс. Вот так вот она пришита. И еще я сделаю ему окантовочку. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайк, если я вам помогла. И вообще, ставьте мне лайки. Всем пока-пока!